Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как вязать вот такие сандалики на размер 10 сантиметров. Сильно подробный мастер-класс я на эти пинетки делать не буду, так как они вяжутся очень просто. Только покажу самые основные моменты. Вязать я буду из вот такой вот пряжи. Это 100% мерсеризованный хлопок. Рекомендуется вязать крючком 2,5-3,5 мм. Я буду вязать крючком 2 мм. В 50 граммах 125 метров. Подошву я уже связала. Как вязать я уже показывать не буду, так как у меня уже есть много видео на тему подошвы. И сколько петель нужно набрать, как рассчитать. Вы можете это все посмотреть в предыдущих моих видео. Для этой подошвы я набирала 20 воздушных петель. Одну петельку пропускала и со второй начинала вязание. Дальше вязала 9 столбиков без накида, 1 полустолбик с накидом, 9 столбиков с накидом, и в последнюю петельку, куда мы должны провязать 9 столбик с накидом, я делала прибавление, вязала 7 столбиков с накидом. Дальше вязала 8 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом, и дальше 9 столбиков без накида. В последнюю петельку, куда я должна провязать 9 столбик без накида, я делала прибавление 4 столбика без накида. И дальше делала 2 соединительные петли в одну петельку и во вторую. И первый ряд готов. Дальше я набирала 3 воздушные петли. Дальше со следующей петельки вязала 16 столбиков с накидом. Дальше делала прибавление. В каждую петельку вязала по 2 столбика с накидом. И так у меня должно получиться 7 прибавлений. В каждую петельку по 2 столбика с накидом. Дальше 17 столбиков с накидом до прибавления. И на пяточке также я делала прибавление. 5 прибавлений в каждую петельку по 2 столбика с накидом. Дальше делала соединительную петлю в третью воздушную петлю. Дальше набирала 3 воздушные петли и вязала 17 столбиков с накидом. Дальше делала прибавление. В одну петельку вязала 2 столбика с накидом, в следующую 1 столбик с накидом. Дальше снова в одну петлю 2 столбика с накидом, дальше 1 столбик с накидом. И так чередовала. И у меня должно здесь получиться 7 прибавлений. Дальше я вязала 18 столбиков с накидом. Дальше снова делала прибавление, так же как и с этой стороны, через одну петельку. В одну петельку 2 столбика с накидом, в следующую 1, снова 2, 1. И так у нас должно получиться 5 прибавлений. И подошва готова. Для одного сандалика нам понадобится 2 подошвы. Я связала 2 подошвы и привязала их друг к дружке. Обвязывала я таким же цветом, как буду вязать сандалики. С той стороны, где у нас косичка, это будет у нас лицевая часть. Подробно, как связывать 2 подошвы вместе, вы можете посмотреть в предыдущем моем видео, где я вязала сапожки. Там я все подробно рассказывала. Внутрь я не вставляла подкладку из фетра, так как это летние босоножки, и утепление нам не нужно. Вязать я буду такой же пряжей, только розового цвета. Сейчас мы будем вязать переднюю часть сандаликом. Итак, для начала сейчас сделаем петельку вот здесь. И дальше уже будем отсчитывать и находить начало вязания. Так, петельку сделала. Итак, смотрите, на носочке нам нужно найти первое прибавление, где мы делали в одну петельку 2 столбика с накидом, и последнее прибавление. Вот они. И отсчитаем 2 петельки, 1 и 2. И вот с этих петелек мы будем начинать вязание. Начинайте вязать с правой стороны, вот как я. Продеваем ниточку и набираем 15 воздушных петель.
15. Дальше мы будем делать соединительную петельку в ту петлю, которую мы отсчитали. Так, вот она. Делаем соединительную петлю. Смотрите, чтобы воздушные петельки не были перекручены, хотя они не будут видны, но все равно. Итак, еще делаем следующую петельку соединительный столбик. Сделали. Дальше мы будем вязать 15 столбиков без накида, обвязывая вот эту цепочку из воздушных петель. Вот таким образом. Так, дальше мы будем делать 2 соединительные петли в одну петельку от подошвы и в следующую также соединительную петелечку. Сделали. Дальше разворачиваем вязание и вяжем в каждую петельку 15 столбиков без накида. И вяжем так до конца ряда. Последнюю петелечку, 15 столбик без накида. Дальше делаем 2 соединительные петли в одну петельку, соединительная петля, и во вторую. Два ряда готово. Дальше нам нужно связать еще 5 рядов, и у нас получится всего 7 рядов. Давайте провяжем самостоятельно. Не забывайте делать по 2 соединительные петли в конце каждого ряда. И давайте еще провяжем 5 рядов столбиками без накида. Итак, я связала. Всего у меня получилось 7 рядов. В конце 7-го ряда я сделала одну соединительную петлю. Дальше сделаем еще одну петелечку и можно отрезать нить. Эту ниточку мы потом спрячем вовнутрь. Затянем получше, чтобы ничего не распустилось. И передняя часть вот такая почти готова. Дальше мы будем вязать заднюю часть. Вот эту. Смотрите, от того места, где мы закончили вязать подошву, вот это место, мы отсчитываем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5.
И с пятой вот этой петелечки мы начнем вязать заднюю часть. Заправляем нить, набираем 2 воздушные петли и начинаем вязать за одну стеночку петельки столбики без накида. Приподнимаем только одну петелечку от подошвы. Не одну петелечку, а одну стеночку петельки. Таким образом. Всего у нас должно получиться 24 столбика без накида, ну и плюс 2 воздушные петли в начале, они считаются за один столбик без накида. И таким образом у нас получается 25 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно. Вот до этого места приблизительно оно получится. Итак, я довязала до конца. Всего получилось 25 столбиков без накида. Это я считаю с 2 воздушными петлями. И дальше разворачиваем вязание и начинаем с самой первой петелечки вязать столбики без накида. Всего у нас должно получиться в этом ряду 25 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, я почти довязала. Не забывайте провязывать вот эту вот петельку, где мы набирали 2 воздушные петли. Итак, у нас получилось 25 столбиков без накида. Если вы вязали подошву по другой схеме, то смотрите, чтобы бортики были на равном расстоянии. В третьем ряду мы будем делать на пятке убавление. Начинаем вязать с самой первой петельки столбики без накида. Итак, в середине пятки мы будем делать убавление. Приподнимаем одну стеночку одной петельки и одну стеночку другой петельки. Таким образом протягиваем через 2 петельки ниточку и протягиваем через еще 2 петельки. И дальше вяжем столбиками без накида до конца ряда. Этот ряд провязали, разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд столбиками без накида самой первой петелечки. В этом ряду убавления мы делать не будем, провязываем так до конца ряда. Я довязала до конца ряда, разворачиваем вязание. В этом ряду мы будем делать убавление на пятки. Начинаем вязать с самой первой петельки столбики без накида. И вяжем до середины пяточки. Дальше будем делать убавление. Приподнимаем одну стеночку от одной петельки и одну стеночку от другой петельки, протягиваем через них ниточку и протягиваем еще ниточку. Дальше вяжем до конца ряда столбиками без накида. До конца ряда я довязала. Дальше разворачиваем вязание и вяжем этот ряд столбиками без накида до конца ряда.
без убавлений. Убавления на пятки мы больше делать не будем. Я довязала до конца ряда. Дальше нам нужно провязать столбиками без накида 3 ряда. Давайте свяжем самостоятельно 3 ряда и встретимся с вами уже, когда провяжем. Без убавлений вяжем просто столбиками без накида. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, я довязала до конца. Всего у меня получилось 9 рядов. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сейчас мы будем вязать застежку для правой пинетки. Для правой и левой пинетки застежки вяжутся по-разному. Давайте начнем вязать застежку, если я правильно ее называю. Может, она называется как-то по-другому. Набираем 25 воздушных петель. Дальше я вам покажу, как вязать вот эту вот застежку для левой пинетки. Итак, 25 воздушных петель я набрала. Смотрите, можно примерить, подойдет ли. Я думаю, да, подойдет. Дальше, так, смотрите, чтобы вот эти вот воздушные петельки были не перекрученные, чтобы у нас так шла ровненько вот эта цепочка. Дальше набираем еще 2 воздушные петли. Эти петельки мы пропускаем и в третью начинаем вязать столбики с накидом. И так вяжем до конца цепочки. Столбики с накидом. И давайте провяжем самостоятельно столбики с накидом до конца. До конца я довязала. Сейчас нам нужно соединяем между 8 и 7 рядом. Вот здесь делаем соединительный столбик. Можно сделать еще одну петелечку и можно отрезать нить. Итак, застежка для правой пинетки готова. Вот здесь вот пришьем пуговичку. За счет того, что мы вязали столбики с накидом, вот эту вот застежку можно легко регулировать. То есть пинетка подойдет на абсолютно любую ножку. Сейчас я покажу, как вязать вот эту застежку для левой пинетки. То есть застежка будет идти справа налево. Я также здесь набрала на задней части 9 рядов и отрезала ниточку. Сейчас мы делаем начальную петельку. Так. Протягиваем эту нить между 8 и 7 рядом. И набираем 25 воздушных петель и плюс еще 2 петли подъема. Всего у нас получается 27 воздушные петли. Так, 25.
еще 2 воздушные петли подъема. Так, дальше начинаем вязать с 3 воздушной петли. Делаем накид и вяжем столбики с накидом. Смотрите, чтобы воздушные петли не были перекручены. И так вяжем до конца воздушных петель. Я довязала столбики с накидом. Теперь мы будем делать соединительную петлю. Вот эту первую петельку. Протягиваем ниточку, делаем еще одну петельку и отрезаем нить. Застежка для левой пинетки готова. Сюда также пришиваем пуговичку и готово. Можно, конечно, сандалик уже оставить и так, но я буду впереди делать еще полосочку. Отсчитываем 4 петельки и с 5 начинаем вязать. Протягиваем нить. Делаем 2 воздушные петли и вяжем еще 6 столбиков без накида. Ниточку прячем по ходу вязания. Всего у нас получится как бы 7 столбиков без накида, так как 2 воздушные петли в начале считаются за 1 столбик без накида. Итак, набрали. Дальше разворачиваем вязание и начинаем с самой первой петельки вязать столбики без накида. Всего у нас получится 7 столбиков без накида. Так, и последний во вторую воздушную петельку, 7. Разворачиваем вязание и вяжем снова с самой первой петельки столбики без накида. Вяжем 3-й ряд. Дальше снова разворачиваемся и вяжем также по 7 столбиков без накида, еще 13 рядов, и всего у нас должно получиться 16 рядов. 16 рядов по 7 столбиков без накида я провязала. Дальше нам нужно верхушечку вот эту вот так сложить и соединить, для того чтобы у нас получилось отверстие для застежки. Я сложила так вот эту полосочку, что у меня здесь получилось 4 ряда. Соединять я буду крючком, соединительными столбиками. Вот таким образом. Через эту петельку и соединяем. Продеваем крючок через каждую петельку. Соединили, делаем еще одну петелечку и отрезаем нить. И так мы сделали отверстие для застежки. С изнаночной стороны у нас получилась вот такая симпатичная косичка. И пинетка готова. Я сейчас спрячу все ниточки и покажу. Итак, я спрятала все ниточки, пришила пуговицу, постаралась найти дома в цвет подошвы, но какую нашла.
И вот такие вот красивые сандалики у меня получились. Если вы вязали вместе со мной, то делитесь своими результатами, отмечайте меня в Инстаграм. Ссылку на мой Инстаграм я оставлю в описании. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди у меня еще очень много интересных задумок. Вам понравится. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи. Пока!